во Франции. Контракт докторский — это 2200 евро в месяц до вычета налогов. Не бойтесь быть самим собой, но и не бойтесь быть тараном. Я думаю, что их убедила моя история. Никогда не бойтесь рассказывать о своем проекте. Я бы хотел быть хорошим ученым, демографом. Привет, а вы? Привет. Спасибо, что согласился принять участие. Расскажи, пожалуйста, кто ты и чем занимаешься? Меня зовут Абы, фамилия моя Шукюров, мне 28 лет. Я являюсь докторантом и исследователем в Высшей школе социальных наук в Париже и приглашенным докторантом в Национальном институте демографических исследований во Франции. И иногда пишу статьи для разных российских медиа независимых и выступаю как эксперт по демографии. Вот. Чем ты занимался в России? Ну, много чем. В России во-первых, я там учился, я закончил магистратуру Высшей школы экономики по социологии, профиль демография. Я работал в аналитической компании, которая занимается исследованием рынка электронной коммерции, с одной стороны, а с другой стороны я работал стажером-исследователем в Высшей школе экономики, участвовал в докладах и, конечно же, помогал разным некоммерческим организациям, социальными сетями или, например, в своей же демографии. Мы делали, не знаю, с либеральной миссией мы делали проект, где брали интервью у российских демографов и публиковали их статьи. То есть не сильно это все изменилось, на самом деле. Примерно тем же самым занимаюсь я и здесь. Ты переехал во Францию как раз, чтобы заниматься своей докторантурой. Ну, не совсем так, потому что я уехал в 2022 году, когда случилась война, и тогда вот какого-то ясного плана не было, чем заниматься. То есть нужно было быстро уезжать. Вначале это была Грузия, то есть до этого Казахстан, потом Грузия. После этого ожидание визы в Грузии и переезд во Францию. Здесь я жил в Британии, в городе под Брестом, где изучал французский язык, где принял решение, что надо возобновлять карьеру докторанта. Собственно говоря, это появилось именно здесь, потому что мне не хотелось бросать академию, мне не хотелось... Да и это одна из тех вещей, которые я умею делать. Мне кажется, в жизни я на большее не способен. И да, ну, собственно говоря, здесь, во Франции, я решил заново попробовать себя в академии. Как ты нашел работу в твоем институте? Что касается работы, то все было не так просто. Все получилось не сразу. Хочу сказать, что когда я только переехал во Францию, денег-то особо не было, и я ушел с своей прошлой работы российской, на которой я работал, да, вначале офлайн, потом онлайн. Я из нее ушел, доходов не было, и в какой-то момент своей жизни я работал как журналист. То есть это, опять же, приходилось самому писать сообщения, предлагать свои услуги, и кого-то это заинтересовало, кого-то нет. И так выживал на первых этапах. Потом, когда, значит, я наткнулся, значит, на программу, которая называется «Помощь ученым в изгнании», и есть несколько университетов во Франции, которые занимаются данной программой. И вот Высшая школа социальных наук — это одно из таких учреждений. Я написал, что я такой-сякой, изучал демографию. Мне интересна такая-то тема, могу отправить вам проект, если моя кандидатура
может быть рассмотрено. И по итогу мне ответили, что да, это возможно. И в дальнейшем процедура подачи ничем не отличается от обычной процедуры поступления в докторантуру Франции. Почему? Единственное условие то, что вы не платите регистрационный сбор, там около 320 евро или что-то в этом районе. То есть ничего с вас не берут, потому что вы ученый в изгнании. А так процедуры те же самые. Вы отправляете свой проект потенциальному научному руководителю, что, собственно говоря, я сделал. Проект понравился, и после этого мы уже начали обсуждать вопрос контракта, потому что не все докторанты имеют контракт во Франции. Даже в социальных науках большая часть из них без контракта. Объясни немножко эту систему. В целом вы поступаете на PhD здесь, во Франции, вам достаточно получить согласие лаборатории, которая готова вас принять. И они вас могут принять на двух условиях. Первое условие – это просто обычное поступление, то есть вы подались, поступили и все. Второй этап, самый сложный – выбить контракт на это. У вас есть несколько возможностей. У вас есть внутренние контракты, которые в университете, у вас есть контракты, которые там сторонние организации предлагают, например, Институт демографии может вам предложить контракт, там, какой-нибудь институт по здравоохранению, то есть перечень не маленький. Но по-разному, да, количество мест может быть ограничено. Например, в Высшей школе социальных наук, кажется, около 30 докторантов могут получить контракт ежегодно. В Институте демографии 3 контракта ежегодно выдается. Вот, так что такие возможности. Это второй этап, то есть вы подаетесь на конкурс, вам нужна поддержка вашего научного руководителя, письмо, вам нужно отправить свой проект, вам нужно отправить свое CV, мотивационное письмо, свои публикации. И потом комиссия рассматривает ваш проект, и если ему комиссии кажется, что он удовлетворяет каким-то там критериям, то вам дают контракт на 3 года. Или там по-разному, от года до 3, там, то есть зависит от того, какая организация тебе дала контракт. Но в целом вот так это устроено, да. А вот первый этап поступления в докторантуру, это вы отправили проект к своему научному руководителю потенциальному, и если он ему понравился, и вы получили его согласие, то потом это уже дело формальности, надо заполнить несколько документов, отправить тоже свой проект в университет, там вы посмотрите, но, как правило, это просто достаточно подтверждения со стороны того научного руководителя. Если он считает, что проект годный, реализуемый, то вы поступаете и пишете свой проект. Я правильно понимаю, что можно поступить в докторантуру, но при этом не заключать контракт? Или как? Контракт — это как раз работа, это оплачиваемый проект, правильно? У меня контракт, да, у меня контракт. Но есть люди, которые не заключают контрактов. Разные могут быть причины. Конечно, большинство докторантов, которые подаются в докторантуру, они хотят иметь контракт. И во Франции даже есть университеты, которые не берут докторантуру без контракта, например, Sciences Po. Там вам нужен обязательно контракт, должен быть, обязательно должно быть финансирование, обязательно. Но какие могут быть причины? Первое, у тебя не получилось найти средств. То есть, там, не знаю, ты подавался на конкурсы, твою кандидатуру отклонили, не вышло. Вторая причина, вы можете быть достаточно обеспеченным и богатым человеком, и вам просто хочется, значит, написать докторскую диссертацию, чтобы иметь степень доктора. Такое тоже возможно, PhD в смысле. И третий вариант – это когда есть совершенно молодые люди, которые довольно-таки самодостаточны, и им не нужно иметь вот этот заработок, докторский контракт, потому что у них и так есть своя работа. Я бы разбил это на 3 категории. Я думаю, что большая часть все-таки из них это те, кто хотел бы, но просто не получилось. Особенно если это социальные науки, потому что в какой-нибудь математике это гораздо легче получить. Какой у тебя был проект и как ты его защищал? Я каким-то образом я его не защищал, защищать его буду когда-нибудь, но мой проект посвящен исследованию модернизации, трансформации азербайджанской семьи после, значит, распада СССР. Я занимаюсь вопросом того, как вот эти вот изменения демографические провоцируют интерес государства
То есть меня интересуют вопросы регулирования внебрачных рождений, религиозных браков и селективных абортов в современном Азербайджане. Вот с этим проектом, собственно говоря, я и подался подал этот проект своему нынешнему научному руководителю Алану Блюму, которому проект понравился. Он сказал, что это жизнеспособный проект, у вас все хорошо проработано, источники, все есть. И давайте встретимся летом, обсудим детали. Мы встретились летом, он дополнительно меня направил, сказал, что вот такие моменты можно уточнить, здесь можно убрать, ну вот такого, мы где-то минут 30 общались. И, собственно говоря, после этого я тоже вот доработал, и такая хорошая версия потом подавалась на конкурс. Но я хочу сказать, что все-таки я тоже не получил не сразу контракт. То есть вначале-то в Инеде, например, моя кандидатура была отклонена, вот, и пришлось чуть-чуть ждать, потому что потом подаваться на следующий конкурс. И там уже было добро, там уже проект одобрили, там тоже ты как бы та же процедура, ты отправляешь, а там уже не знаешь, как, одобрить, не одобрить, но в итоге одобрили. Вот с той же идеей. Благодаря помощи научника, потому что научник помог еще уточнить разные моменты, которые ему казалось нужно добавить. На самом деле, если вы являетесь ученым в изгнании, у вас есть небольшое преимущество перед другими студентами, которое заключается в том, что есть такая организация, которая называется ПОС во Франции, и она тоже готова выделять финансирование не только докторантам, а ряду ученых, там, постдоки, старшие научные сотрудники. Они готовы поддержать хорошие проекты своим финансированием, но этот контракт только для ученых в изгнании. И вот на этот ПОС я и подался, чтобы, собственно говоря, получить деньги наконец-то. Как это устроено? Вот здесь уже сложная история. Здесь нужно, чтобы, во-первых, у университета, в котором вы работаете или в котором вы собираетесь работать, были на вас деньги. Почему? Потому что 40% покрывается вашим университетом и 60% этим самым ПОС, Collège de France. И, соответственно, вам нужно найти как бы финансирование еще внутри университета. И там есть человек, который за это отвечает внутри университета. Он говорит, что вот там денег нет или деньги есть. В нашем случае деньги были. И потом я пишу свой проект, все равно опять же переписываю его и отправляю заново туда уже, во внутреннюю комиссию университета нашего. Наша внутренняя комиссия рассматривает проект, одобряет его. И если она его одобряет, то идет следующий этап, вы уже подаетесь в ПОС сам, который значит, снова рассматривает. ПОС — это национальная программа. Да, ПОС — это национальная программа французская для ученых в изгнании, которая существует с 10-х годов, если не ошибаюсь, она была создана после гражданской войны в Сирии. И да, она поддерживает ряд ученых не только из России, Украины, Белоруссии, там в основном это может Афганистан, Сирия, арабские страны, да, Турция, Иран, то есть ряд стран, где так или иначе есть диктатура, где есть проблемы с академическими свободами. Вот, ПОС поддерживает молодых ученых. Как правило, поддержка длится от 1 до 3 лет, в зависимости от того, какое финансирование вы запрашиваете, какие деньги есть у самого ПОС, это тоже играет роль. Ну вот как-то так, да, ПОС — это, собственно говоря, такая вот организация. И вот ты отправил им заявку? Да, я отправил, с моей стороны требовалось все то же самое, что требуется и на обычную докторантуру, тот же набор, CV, мотивационное письмо, твой проект, письмо твоего научного руководителя. Но плюс ко всему еще требуются дополнительные документы. Это письмо от директора лаборатории, который готов тебя принять в ВШСС. На тот момент ты уже был докторантом, да. И это была дополнительная подача. Да, я был. Но, в принципе, может быть так, что ученый просто пишет какую-то институцию и еще и не является, допустим, сотрудником. Такое тоже возможно. Но я уже был в системе. И в этом смысле было, конечно, гораздо легче, раз меня уже знали. И значит, да, я был докторантом, отправились эти документы, и в конце концов, то есть мы отправили, получается, в апреле,
Решение было в июне, а контракт начал действовать с сентября. Вот так вот. И вот он действует год, потом еще на год может, продляется. То есть от 2 до 3 лет. Ну, докторантами обычно так, от 2 до 3. А потом, ну как-то так, да. И зарплата, да, которая устанавливается, она стандартная, точно такая же, которая есть у всех докторантов. То есть никакой разницы. То есть это во Франции зарплата, контракт докторский, это 2200 евро в месяц до вычета налогов. После вычета это что-то около 1780 евро в месяц. Ну, если ты пишешь в французском регионе, то это нормально. Но если ты пишешь в Париже, то и если у тебя есть семья, то это трудно. Если ты один, то, конечно, нормально тоже. Можно на это жить. Поняла. И у тебя есть 2 контракта сейчас, правильно понимаю? И я вот немножко Да, запуталась, да, чтобы да, это сложная система. структуру Да. твоей деятельности. Да. Короче, да я понимаю, что это очень, очень сложно, и я говорю так очень даже запутанно. Ну, короче... Просто как бы подведем итог. Да, подведем итог. Значит, ИНЕТ, где я приглашенный докторант, что это вообще такое? Приглашенный докторант, ты исследователь на 6 месяцев, на год в институции, где тебя приглашают, чтобы ты познакомился со средой, общался с коллегами, нашел какие-то контакты для твоего проекта. И это не финансируется. То есть это просто для тебя возможность найти новые научные контакты в рамках какой-то институции. Вот. ИНЕТ это? ИНЕТ это в ИНЕДе. ИНЕТ это Национальный институт демографических исследований, который создан был, кажется, после Второй мировой войны, да. Он был создан с целью, на самом деле, для улучшить демографическую ситуацию во Франции. Но потом, конечно же, его интересы разрослись. Он сейчас занимается огромным количеством разного рода исследований. Это ведущий Европейский институт по демографии и, наверное, один из самых лучших в мире институтов, который, конечно, сегодня очень изменился. Не сказать, что в лучшую или в худшую сторону, просто изменился, это факт. Сейчас исследования такие более конкретные, да, раньше они были более глобальные, сейчас они более приземленные, скажем так. Вот, это ИНЕТ, и там у меня, 6 месяцев вот этой вот моей стажировки, скажем так, приглашенного исследователя, чтобы я мог налаживать контакты с коллегами, чтобы я мог, может быть, публиковаться вместе, участвовать в проектах. А основная моя деятельность, конечно же, завязана на Высшую школу социальных наук, на лабораторию, где я работаю, платят мне там, отвечаю я перед ней, и каждый год защищаю свой проект, свою работу, да, как, значит, продвижение, да, как она продвигается именно в этом университете в рамках докторского комитета именно там. Все, поняла. Вот, да. Супер. Как ты думаешь, почему они взяли именно тебя? Почему им был интересен ученый из России? Я думаю, что им было важно поддержать человека, который находился в опасности, который покинул свою страну, отказался от своей научной карьеры там, чтобы быть в безопасности. Я думаю, что их убедила моя история, с одной стороны. Но, как говорят сами организаторы, конечно, самый важный критерий – это качество проекта. Да? И я думаю, что и вкупе с этим качество проекта тоже было не таким плохим, как может показаться. Мне кажется, что вот эти 2 фактора сыграли важную роль в том, что их моя кандидатура, то, что им понравилась моя кандидатура. Но опять же, это для комиссии, да, пост. А что касается первого этапа, когда университет сам одобрил, внутри университета, когда одобрил, я думаю, что просто потому, что было очень важно, чтобы был кто-то, кто расскажет твою историю. То есть ты не можешь сам пойти, да, вот, например, я не могу пойти к руководителю комиссии, который за это отвечает, и ему, значит, сказать, что я такой-сякой, хочу податься. Нет, то есть твоя история должна быть рассказана кем-то из руководства твоей лаборатории. Вот. Таким образом, вот эта иерархия, она все равно играет роль, да, то есть важно знать людей, скажем так. Важно уметь убедить людей в том, что
твой проект важен, что твое существование здесь важно, и ты можешь быть полезен для лаборатории, в которой ты работаешь. Знаешь ли ты другие кейсы твоих знакомых ученых, которые тоже переезжали и сейчас строят академическую карьеру в Европе? Да, конечно, ну, они совершенно разные сценарии. Например, я даже знаю старших коллег, да, которые переехали. Вот, допустим, не буду называть имя, потому что я не знаю, насколько им будет безопасно, потому что, может, они могут возвращаться. Вот был старший коллега, который, значит, который гораздо больше регалий, который очень уважаемый ученый. Он покинул Россию по тем же, значит, причинам, что и я. И здесь ему дали контракт на 2 года во французском университете через ПОС. Он там работал. Потом контракт у него истек, и сейчас он получил новый контракт уже в рамках какой-то новой институции, чтобы написать книжку. То есть вот ПОС его поддержал, он состоялся здесь, доказал свою нужность, эффективность, и сейчас ему дали контракт на книгу, написать книжку. Это очень большая успешная траектория. Или, например, моя коллега, которая пишет PhD в Бельгии, да, она живет активно научной жизнью, она ездит по разным странам, общается с коллегами, выступает на конференциях. Есть менее удачные примеры, опять же, да, то есть это как бы вот это успешные кейсы. Есть пример человека, которому дали контракт на год. За этот год, что у него был контракт, которого поддерживал, он не смог ничего найти. И сейчас он сидит без работы, ну как, он подрабатывает где-то, чтобы на жизнь заработать. Но вот это такое тоже может случаться. То есть поэтому, конечно же, очень важно, когда тебя кто-то поддержит, что все эти контракты, они недолговечные. Важно вот за эти 3 года или за 2 года, или за год даже двигаться, активно участвовать в конференциях, активно взаимодействовать с коллегами, не стесняться иногда говорить глупости, потому что мы часто говорим глупости, не стесняться быть открытым, и в целом может повести, не повести, но мне кажется, это очень, очень важно. Ну вот, да, вот этот вот мой третий коллега, да, у него, к сожалению, не получилось. Есть еще, да, случаи, когда ученые приезжали в Европу, писали тут свой PhD, или же были просто как приглашенные исследователи, а потом у них тоже контракт истекал, и они уезжали работать, не знаю, в Казахстан, в Кыргызстан, в какую-нибудь страну бывшего СССР, там давали контракт. И, кстати говоря, не всегда университет в Казахстане платит меньше, чем, допустим, университет Германии. Вот, например, не знаю, университет Назарбаева, он очень хорошо платит, даже в 2 раза выше, чем университет Германии. Но это если ты хороший ученый. И выше, чем здесь, да. Но это опять, надо быть очень крутым ученым, да, чтобы тебя позвали на хорошую ставку. Ну да, такая история есть, правда. Иногда выходит так, что некоторые университеты вне Европы платят довольно-таки хорошие зарплаты. И это в целом кризис академии сегодня. На самом деле, вот то, что я вам назвал, да, зарплата докторская во Франции, она же не считается высокой. То есть есть там Бельгия, есть Нидерланды, есть Швейцария и ряд других стран, где не просто зарплата докторанта выше, потому что там может быть жизнь дороже, а еще, как бы сказать, сколько человек может себе как бы позволить расходовать, да, сколько как бы, он будет себя чувствовать увереннее, да, с той зарплатой, которая есть у него там, условно, в Нидерландах, чем во Франции. Поэтому, да, то есть в Европе, к сожалению, в академии сегодня очень небольшие зарплаты, да, но не сказать, что они и маленькие, да, то есть они нормальные, они обычные, то есть ученого тут не миллиардер, ну и не бедняк, да, он такой обычный человек, который работает, вот. Ну, всяко побольше, чем в России. Нет, конечно, я в России даже не хочу вспоминать, сколько молодой ученый зарабатывает в России. Да аспирант в России, ну, как бы, да, есть там, не знаю, 3000 рублей базовая ставка для всех, но я знаю, есть академические аспирантуры, где 35 тысяч рублей, 40 тысяч рублей. Иногда, о боже, чудом, может быть 60 тысяч рублей в месяц. Но это максимум, про который я слышал. То есть... Конечно, то, что там в России аспиранту всегда живется тяжело, но в случае 60 тысяч это редкий случай. Это не... А вот в среднем, да, 25 тысяч может зарабатывать человек, но большая часть докторантов в России зарабатывает 3000 рублей и всегда должны делать работу, которая не связана с их профессиональной деятельностью.
И зачастую, вот я просто вспоминаю тоже свой опыт своих коллег в России, да, потому что я все-таки начинал аспирантуру в России. Ты как бы, с одной стороны, у тебя работа, чтобы жить, да, с другой стороны, тебе надо ходить еще на кучу занятий, обязаловку сдавать в аспирантуре, а потом еще по этой обязаловке экзамены всякие сдавать, потом еще отчитываться каждые 6 месяцев по поводу твоего проекта. Это кошмар, в Европе такого нет. А можешь привести пример этих подработок, которыми занимаются аспиранты в России? Ну, в России, если говорить о демографах, социологах, то это, как правило, какой-нибудь маркетинг, аналитика, там, не знаю, рынок электронной коммерции, не знаю, логистика, вот в этих сферах, как правило, почему-то вот работают многие демографы. Или, например, в сфере страхования. Вот. Есть айтишники тоже, которые очень хорошо знают все, что для этого нужно. Но да, то есть в России иногда даже можно сказать, что люди, когда учатся в аспирантуре, начинают находить работу, даже не только подработку. Вот. То есть вот это, как правило, такая сфера деятельности. Во Франции, кстати говоря, вот это чуть-чуть отличается, потому что, как я уже говорил, контракты тут довольно-таки нормальные, зарплаты тут хорошие, хоть они меньше, чем в некоторых странах Европы. Тут, если ты докторант, то ты, как правило, не подрабатываешь, потому что тебе и так хватает на жизнь. Но если у тебя, например, истек контракт, то есть тебе его не продлили на 4-й год, то ты можешь сидеть на пособии безработицы, некоторые сидят. Ведь таланты это возможно. Ну да, это возможно. Ты как? Ну ты же платил налоги, и налоги, которые ты платил, в том числе уходят на страхование тебя, и пособие — это одна из форм. Да, можно. Люди сидят некоторые вначале на пособии по безработице, пока ищут работу. Ну, как правило, тут французские студенты или иностранцы, которые учатся во Франции, они работают либо преподаватели французского языка для иностранцев, либо вот реально, либо просто репетиторами, как правило. Или, не знаю, какая-нибудь подработка, там, поохранять музей, что-нибудь такое. Такое тоже будет. Но я думаю, разом занимать на самом деле. Просто это то, что я знаю. Ну да, как-то так. А ты читал лекции в рамках своей аспирантуры в России? И преподаешь ли ты сейчас? Во Франции нет. Во Франции чтобы преподавать, тебе нужно все-таки, порог очень высокий, чтобы зайти. Я читал лекции во Франции, но в рамках научно-популярных мероприятий. То есть я читал лекцию вот в Реформе парижском, я читал лекцию, я в Вильнюсе читал тоже лекцию какую-то. В России нет. В России я должен был, у нас были какие-то договоренности, я должен был преподавать. Вот в 22 году как семинар вести по демографической истории я должен был вести. Но не получилось, я уехал. У нас на канале есть выпуск с Владиславом Стафом. Он докторант тоже во Франции, и ему предложили работать в Сорбонне, читать лекции. Вот ему сейчас продлили на 2-й год. Можно посмотреть, если хотите. Ну, у меня еще вопрос есть. Да. Когда мы с тобой встретились, ты мне сказал, что у человека, который работает в твоем институте демографическом, у него есть преимущества. Получение гражданства или еще какие-то с точки зрения административной истории. Можешь, пожалуйста, рассказать, что ты думаешь по этому поводу? Ускоряет ли сотрудничество с государством получение документов? Нет, я сказал, что не мой институт как-то ускоряет процесс получения гражданства, вовсе нет. Это как бы все институты имеют одинаковую как бы исходную точку. Я просто хотел сказать, что ученый, который докторант, у которого есть контракт, он получает визу, которая называется паспорт талант, которую на порядок получать легче и которая просто более позитивно, что ли, учитывается, да, она как бы показывает, что у тебя есть статус перспективного исследователя. И впоследствии, если тебе удается, ты написал диссертацию свою докторскую за 3 года контракта и когда закрепился, получил постдок,
то да, процесс получения гражданства легче обстоит, но с точки зрения просто отношения, да, то есть к тебе относятся как к полезному человеку для страны, ну такая вот история. Но опять же, да, ну вот с точки зрения отношения и процесса получения разных документов это полегче, да, потому что как бы все понятно, академия и все очень быстро делается. Но в чем проблема? В академии иногда просто мои некоторые друзья с этим сталкивались, когда получали паспорт французский. Иногда тебе нужно доказывать, что в академии нет, как правило, СДИ, тут контракты, которые бессрочные, что там всегда временные контракты, как правило. И вот это надо доказать. Вот это может отнимать время. А в остальном, да, я думаю, это как вот то, что как бы мне рассказывали, это, да, это выходило так, что легче было. Да. Но это не преимущество института, опять же, повторю. То есть как бы у этого института нет преимуществ перед другими институтами, которые существуют во Франции. СДИ не существует в академической? Есть, но очень трудно получить. Его получают типа к 40 годам. Сейчас вообще ученые очень поздно становятся вот такими учеными, вклинутыми в академию. Это большая проблема сегодня. Вот у нас коллегу не так давно номинировали на, значит, инженер d'études, и ему 40-41 Что это значит? Инженер d'études, ну, это человек, который, грубо говоря, отвечает за бронирование билетов, бронирование мероприятий, там, конференций, круглые столы, там, не знаю, надо заказать буфет, оплатить командировку ночному сотруднику. Вот такой человек, который отвечает за организацию, значит, деятельности лаборатории, который ответственен за какие-то, да, вот такие штуки. Это круто? Быть инженером d'études? Ну, это хорошо, почему нет? Это ответственная работа. Зачастую ребята, которые этим занимаются, это ребята, там, не знаю, ученые, которые потом могут стать maître de conférence. Но самое крутое, конечно же, во французской академии, это стать какой-нибудь директор d'études или что-нибудь такое, но это надо дожить до этого. Есть, есть докторантура, потом постдокторантура, потом, если повезет, позиция исследователя какой-нибудь институции французской, есть maître de conférence, потом есть директор d'études, директор de recherche и так далее. Все это надо очень много работать. Ну да, но перспектива какая? Потом, значит, после докторантуры до постдокторантура, постдок, а потом можно получить ставку исследователя в том же ИНЭДе или в Высшей школе социальных наук где-нибудь, там, где есть конкурс. Надо все-таки выдерживать конкурсы. Во Франции очень много конкурсов, тут все построено на конкурсах. На что хватает зарплаты докторанта во Франции? Не так, не разгуляешься, честно говоря. Например, у тебя зарплата 1740 чистыми, допустим, ты докторант. Если ты... Хорошо, когда ты один, если у тебя нет там семьи, человека, с кем ты живешь, если вот он не работает. Так вот, 1740, допустим, ты живешь здесь. Да, мы снимаем в общежитии. Да, ты живешь здесь, в Cité Universitaire. И если ты живешь один, то ты платишь что-то в районе 700-800, что-то такое, евро в месяц. И если ты живешь не один, как я, ты платишь 1024 евро в месяц. Конечно, есть еще КАФ, да, КАФ — такая служба во Франции, которая может покрыть тебе часть жилья, вот. И иногда, да, там 600 евро, там у тебя было 800, платишь 600, потому что КАФ тебе еще 200 доплачивает. Или там, не знаю, 1024, а платишь 920 евро. Вот, допустим, вот большая часть уходит на жилье, потом 84 евро проезд, 30 евро медицинская страховка, еда, 300-400 евро, допустим. И всякий интернет, вот, допустим, в моем случае это еще оплата всяких абонементов кино, Netflix, все такое, там, не знаю, допустим, еще там, не знаю, 100 евро, вот всякие эти вещи. За коммуналку не платишь, тут все это включено в стоимость. Ну, сколько там остается? Какая-то сумма остается, она уже на развлечение, либо ты ее откладываешь. Вот.
Может, что-то я еще не учел, но вот. За какие условия ты платишь 1000 евро? Там, получается, нет, даже жилищные условия очень скромные. Там 22-23 квадратных метра, но есть своя кухня, есть туалет, все это есть. Я знаю, что не у многих есть кухня в Сите университете. Здесь у многих нет кухни, например. Но это все равно дорого. Это все равно дорого. Это... Ну, опять же, как мне рассказывали, что в Сите университет цена еще в том числе формируется исходя из твоих доходов. То есть и ряд студентов у них маленькие доходы. Поэтому, собственно говоря, у ряда из них тут гораздо дешевле. То есть, потому что тут живут не только же исследователи, тут живут молодые студенты. Да, да. И поэтому, да, это тут также формируется, вот этот доход. Но вот такие вот даже личные условия. А какой совет ты мог бы дать ученым-исследователям в миграции? Надо посмотреть куда-нибудь камеру. Где, куда смотреть? Сюда. Не знаю. Не, ну шучу, конечно. Я думаю, что если говорить про Францию, если вы ученый в изгнании, первое, учите французский язык, если вы его не знаете. Здесь это очень важно. Второе, никогда не бойтесь подавать свой проект, даже если вы в нем не уверены, всегда вам помогут его улучшить. И третье, никогда не бойтесь общаться с большим количеством людей, ученых, здесь налаживать связи, знакомства, рассказывать о своем проекте. Почему? Потому что таким образом вы будете заметными, про вас уже будут знать, и кто-то, может быть, даже вас помнит и предложит сотрудничество в будущем. Это очень важно, мне кажется, вот сразу же стремиться интегрироваться в академию той страны, в которой ты находишься. И третье, и четвертое, не нужно, как ученый, замыкаться чересчур на проблемах той страны, откуда ты родом. Почему? Потому что в целом, когда вы живете в новой стране, это должно учить вас мыслить чуть глобальнее, что ли, смотреть на проблемы, которые есть в этой стране, в которой вы живете, не с точки зрения проблем вашей страны, а с точки зрения проблем этой страны. И академия это тоже касается. Вот. Так что, ну, как-то так, да. То есть, ну и да, то есть, если сформулировать коротко, то просто не бойтесь. Не бойтесь быть самим собой, но и не бойтесь быть тараном. Вот. Ты приезжал, зная французский? Нет, я выучил его здесь, поэтому я говорю, что учите французский язык. И я не знал французский, и выучил его здесь, и теперь пишу диссертацию на французском. То есть ты выучил за 3 года? За 2. Шок. Ну это респект, это уважение. Ну я 6 часов в день сидел и учил, как сумасшедший в маленькой деревушке в Британии, да. Здорово. Было это самое... интересно. Ну, какие у тебя планы дальше? Хороший вопрос. Я планирую защитить свою докторскую диссертацию через 2-3 года. После этого я бы хотел получить постдок во Франции желательно. Или в Швейцарии, почему нет? Ну, очень хотелось бы это вот такой проект. И закрепиться в французской академии как демограф, исследователь, писать работы по демографии семьи, по рождаемости. Ну, если все будет хорошо, то в рамках своих знаний, навыков сотрудничать с разными некоммерческими организациями международными, которые ведут исследования по развивающимся странам мира с точки зрения демографии. Ну, я никогда не закрывался от перспективы помогать всяким медиа. Но да, я думаю, что если отвечать очень коротко, то я бы хотел быть хорошим ученым, демографом.